Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы готовимся к армянской ярмарке. По мере возможности я вам покажу, как проходит наша ярмарка в армянской общине у нас в городе в Одессе. Я буду готовить пахлаву. Для пахлавы нам понадобятся такие ингредиенты: грецкий орех, сахар, корица и ванильный сахар. А для теста нам понадобится яйца, сметана, сливочное масло, сода, соль и мука. Для начала мы промыли орехи и будем подсушивать в духовке при 150 градусах до полного высыхания орехов. Так орехи дадут более насыщенный вкус. Вот так вот. Сейчас они подсохнут, и потом мы будем измельчать. Орехи будут более насыщенные, более ароматные и вкусные. Нам нужны для теста желтки. Мы отделяем белки от желтков. Белки у нас пойдут в начинку для орехов. Мы и будем использовать 3 желтка для теста, а 4-й желток пойдет для смазывания пахлавы. Отделяем. И вот этот последний желток мы не будем добавлять в тесто, а отдельно в пиалочку. К желткам добавим мягкое сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры. Смешиваем желтки со сливочным маслом до однородного состояния. Вот так вот, руками. Добавим соль. Желтки со сливочным маслом вот так вот мы объединили. И сейчас мы добавим сметану. Также можно использовать и мацон, но мне больше нравится вкус пахлавы, когда тесто на сметане. Она такая более нежная получается. Добавляем сметану и опять перемешиваем до однородного состояния. Вот так. Можно руками, можно венчиком, ложкой, как удобно. Так, перемешиваем. Вот такая у нас масса получилась. Уже можно добавлять муку. Мука у нас просеянная. Еще хочу напомнить, что все ингредиенты у нас должны быть комнатной температуры. Масло мягкое, яйца тоже теплые, не из холодильника. И при первом замешивании муки мы обязательно к муке добавляем чайную ложку соды вместе с мукой. И замешиваем тесто. Такое тесто не любит, чтобы долго возиться. Быстро-быстро замешать, и тогда тесто будет более рыхлое, мягкое и приятное. Так, объединяем все ингредиенты, чтобы у нас получилось мягкое тесто. Переходим к замешиванию на доске, к замешиванию теста. Вот так. Немного вот так сделаем. Вот так, все. Добавляем немного муки.
сверху и замешиваем. Тесто очень приятное, мягкое. Я потом в конце покажу, какой консистенции должна быть у нас тесто. Такое тесто долго не замешиваем. Посмотрите, какой консистенции у нас получилось. Вот оно мягкое, не липнущее к рукам и напоминает как пластилин. Делим визуально тесто на две одинаковые части и одну чуть поменьше. У нас получается одна будет дно на дне, вторая будет сверху, а посередине колобок будет поменьше. Вот так. И оставляем, если дома не очень сильно жарко, оставляем при комнатной температуре. Вот так. Формируем круг. Так. Подпыляем мисочку там, где замешивали наше тесто, мукой и оставляем, чтобы тесто отдохнуло на 15-20 минут. Пока за это время займемся начинкой. Обязательно накрываем пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Так. Мы уже подсушили орехи, теперь нам надо их измельчать. Можно и в блендере измельчать, можно и скалкой, кому как удобно. Мне нравится измельчать орехи ножом. Они должны быть не сильно крупные и не сильно мелкие. Мы вот такими, как кубиками, режем. Вот. Потому что когда они будут мелкие, они не будут чувствоваться в выпечке. А вот такой вот размер как раз то, что надо. Итак, все орехи измельчаем. Вот так вот. Измельчили мы орехи. Орехов у нас получилось 800 грамм. И еще отдельно я отделяла вот такие вот самые красивые орешки, чтобы мы украшали пахлаву. Приблизительно где-то 25-30 штук. Там посмотрим, как у нас получится. Вот такие вот орехи у нас получились. Добавляем сахар. Сахара у нас 500 грамм. Не рекомендую больше добавлять, потому что тогда начинка будет сильно суховатая. У нас тут 4 белка. Нам надо еще добавить один белок к начинке с орехами и один желток для того, чтобы смазывать. Я сейчас отделю. Я покажу, какой консистенции должна быть наша начинка. Она должна быть не сухая, не сильно водянистая. Это у нас будет для начинки. Для смазывания, это для начинки. Хорошенько мешаем. Добавляем сюда чайную ложку ванильного сахара и буквально пол чайной ложки по желанию корицы. Так как у нас орехи подсушенные, жареные и так имеют очень насыщенный аромат, поэтому корица будет просто как подчеркивать этот вкус. Хорошенько, когда перемешаем сахар с орехами, тогда только можно добавить белки.
Есть еще такой вид пахлавы, когда белки хорошенько взбивают, как безе, но это уже совсем другой рецепт. В этом рецепте белки мы добавляем вот в таком виде. Вот так вот добавляем. Можно даже перемешать руками, так мы лучше будем чувствовать начинку. Должны мы добиться такого эффекта, знаете, вот как влажный песок. Вот так мешаю. Вот. Вот так. Начинка у нас готова. Тесто хорошо настоялось. И теперь мы берем большой колобок, который будет у нас первым слоем. Подпыляем немного мукой нашу доску. Еще хочу напомнить, что обязательно нужно духовку включать заранее, чтобы она хорошо прогретая была. Вот так раскатываем наше тесто тонко. Тесто очень приятное и хорошо раскатывается. Немного подпыляем мукой. И мы должны распределить по противню. Так подготовить тесто, чтобы было по размеру противня. Вот так. Теперь с этой стороны. Вот так мы раскатали наше тесто. Сейчас мы должны отправить на противень. Вот так вот. Угу. И где какие кусочки не хватает, это тесто очень эластично, мы вот так вот просто растягиваем. Вот тут не хватает, так вот растягиваем. Все. У нас начинка уже тоже готова. Мы распределяем на две части. Вот так вот. Вот так делаем. Делим на две ровные части. Вот с этой стороны. И вот так тонким слоем распределяем по тесту. Можно сначала все вот так отправить на противень и ложкой, руками, кому как удобно. Вот так. Мы распределили первый слой ореха. Теперь мы раскатываем второй колобок, который поменьше. Это у нас будет средний слой. Средний слой мы стараемся раскатывать тесто как можно тоньше, чтобы она хорошо пропеклась. Вот так очень тоненько раскатали. Опять перекладываем на орехи уже вторым слоем. Угу. Тоже подтягиваем уголочки, чтобы начинка хорошо закрыта была. Ну тут немного. Эти лишние части можно срезать. Вот так.
Вот так немного придавливаем и добавляем уже всю оставшуюся начинку. Тоже распределяем тонким слоем. Вот мы распределили уже начинку и раскатываем третий слой. Третий слой мы раскатываем не сильно тонко. Вот такой толщины мы раскатали тесто. Сейчас распределяем сверху на нашу начинку. Вот так. Прищипываем кончики, края, чтобы у нас орехи не вытекали. Это такое тесто, что хорошо растягивается. Если где-то не хватает, вот так растягиваем. Немного вот так вот придавливаем тесто с начинкой. И у нас тут 2 желтка. Мы будем смазывать нашу поверхность. Можно добавлять и молоко, можно не добавлять. Желток даст нашей выпечке красивый золотистый цвет и блеск. Равномерно распределяем этот желток. Вот так. Обрезаем вот эти края. Вот так вот. С одной стороны и с другой стороны. Вот так. Тут нету начинки, мы обычно их и не используем. Вот так. Теперь нам надо вот эту часть поделить на равные полоски тыльной стороной ножа. Мы пока просто делаем метки. Вот одна полоска, вторая, третья, четвертая и пятая. Приблизительно у нас получается будет 5 полосок. Мы вот такие наметки делаем. Стараемся, чтобы они были ровные. Так. Теперь, когда мы уже сделали наши полоски, мы делаем надрезы. Надрезы только верхний слой, не глубокие. Вот такие вот надрезы. Вот так. Не доходим до второго слоя, до нижнего. Вот так. Формируем такие ромбики. Вот так вот режем на такие кусочки. Вот так. И берем каждую полоску вот так вот режем. Вот такие ромбики у нас получились. А сейчас мы каждый ромбик будем украшать орехами. Вот посерединке кладем и немного придавливаем. Вот так.
Обязательно придавливаем, чтобы они хорошо зафиксировались. Отправляем в заранее разогретую духовку при 170 градусов где-то 35-40 минут. Режим вверх-вниз, и мы ставим на середину. Вот так красиво как. Уже прошло 40 минут, и пахлава наша пропеклась. Какие здесь ароматы ореха, корицы. Я не могу передать вам. Какая красота у нас получилась. Сейчас нам, пока эта пахлава горячая, необходимо сделать надрезы, но не доходить до последнего слоя. Мы будем заливать медом, и чтобы полностью каждый кусочек пропитался медом. Выключаем духовку, потому что в дальнейшем нам надо будет отправить пахлаву в выключенную духовку. Сейчас мы сделаем вот такие надрезы. Обязательно помним о том, что не доходим до последнего слоя, чтобы этот мед не вытекал, а оставался внутри. Вот так. Заливаем пахлаву медом. Стараемся в эти все углубления заливать, чтобы мед пропитался. И обязательно сверху нам понадобится где-то 4-5 столовых ложек меда. В зависимости от того, сколько у нас пахлавы, какой мед. Мед у нас привезенный из Армении, ароматный, очень вкусный мед. И сейчас я буду заливать, и хочу вам показать, как я буду в дальнейшем кисточкой обмазывать. Сейчас покажу и продолжу. Мы кисточкой вот так обмазываем каждый кусок пахлавы, чтобы он, во-первых, блестел, а во-вторых, пропитался полностью медом. Сейчас я буду продолжать заливать еще наш мед. Все, обмазали медом, и теперь отправляем в выключенную духовку на 7-10 минут, чтобы мед хорошо пропитал коржи, орехи, и потом уже можно доставать из духовки через 10 минут. Вот такая пахлава у нас получилась. Мы дождались, пока она полностью остынет, чтобы можно было делать надрезы. Надрезы мы делаем до конца. Вот так полностью до последнего слоя уже можно проводить ножом спокойно. Мед хорошо пропитался. Вот так. Хочу показать пахлаву, какая она внутри. Посмотрите, какая красота. Сколько начинки, сколько меда. Очень аппетитная, очень вкусная пахлава получается. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Это проверенный семейный рецепт. А эта пахлава наша отправится на армянскую ярмарку.